Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Особенно приветствую в этом видео я тех, кто родился под знаком зодиака Рыбы. Итак, уважаемые рыбки, устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. У нас будет один общий вариант для всех, выбирать ничего не нужно. И начиная с общей атмосферы июля, давайте посмотрим, каким же будет этот месяц для вас. Также мы разберем сферу работы, финансов, личную жизнь и совет предостережения. Итак, давайте начнем. Общая атмосфера июля для тех, кто родился под знаком Рыбы. Нежность, доброта, искренность, ваши спутники. Так. Вы знаете, вот здесь очень интересное сочетание карт. Нежность и искренность – это ваши жизненные принципы. Но в июле вам придется их пересмотреть. Придется перестать быть ребенком, придется перестать верить всем на слово и навести порядок в своем окружении. Карта метла говорит о том, что здесь придется от чего-то отказаться, где-то поставить точку, где-то навести порядок. И дело в том, что здесь для движения вперед вам необходимо обрести более такой суровый облик, перестать быть ребенком, перестать быть настолько мягким, нежным и искренним. Многие дела, которые вы запланировали, могут осуществляться несколько медленнее, чем вы планируете, тем не менее они осуществятся. Но единственный момент, это будет уже не в июле, а скорее в более позднее время, в более поздний период, скорее в августе. Но вот все сводится, вся атмосфера июля сводится к тому, что с добротой стоит, вот знаете, немножечко быть осторожнее и показать свои зубки. Даже больше не зубки показать, а просто выстроить стену между вами и теми людьми, которые вашей добротой пользуются, вашей искренностью пользуются. Давайте посмотрим работу. Что в работе у нас? В работе движение вперед, у кого-то карьерный рост, достижение намеченных целей. Причем здесь, знаете, здесь есть люди, которые вас поддерживают, которые вам помогают. У многих вообще здесь семейный бизнес, либо работа с такими, знаете, работа со своими. Друзья, родственники, близкие люди. Вам нравится то, что вы делаете, но в июле здесь, знаете, что придется вам сделать? Немножко оглянуться назад и исправить те ошибки, которые вы допустили чуть ранее. Что-то где-то не доработали, что-то где-то сделали не так, как нужно. И для того, чтобы двигаться вперед, для того, чтобы успешно двигаться вперед, вам нужно будет те ошибки исправить, что не доделали, доделать. Тем не менее, это для вас будет абсолютно не напряжно, это для вас будет очень легко, очень приятно и интересно. Вы, судя по всему, собираетесь погрузиться в какой-то новый проект, либо новое ответвление, новая какая-то отрасль. Карта шут — это, знаете, как новое начало. И это начало будет в несколько более позднее время. Скорее всего, это будет уже в августе, ближе к августу. Возможно, даже связано, но опять же, колесница, всадник — это движение вперед. Поэтому двигаетесь вы в нужном направлении, в правильном направлении. У кого-то командировки, у кого-то карьерный рост, но тем не менее все хорошо. Что касается финансов. В июле у рыб. Прям, знаете, прям стремитесь к увеличению дохода. Причем, вы знаете, здесь я не могу сказать... Какие-то моменты в финансах, в финансовой сфере будут вас огорчать, расстраивать. Что-то будет проходить не так, как вам хотелось бы. Вы хотели бы большую сумму, вы хотели бы более короткие сроки по получению денежных средств. Тем не менее, здесь, знаете, туз кубков — это как полная чаша. Вам хватает на все. Но поскольку вы стремитесь улучшить, увеличить свой доход, здесь не все параметры вас могут устраивать.
Да, где-то придется побороться, где-то, возможно, придется, знаете, доказывать то, что мне нужно это сейчас. Мне нужна вот именно эта сумма, именно такой размер. Тем не менее, все хорошо. Вы можете тратить деньги на удовольствие, вы можете позволить себе купить все, что вы хотите. Единственный момент, повторюсь, здесь может быть таким небольшим минусом то, что вот хочется скорее, а будет все происходить несколько медленнее. Тем не менее, все хорошо в целом. Что касается личной жизни, любви. Личной жизни. Вы знаете, но в первую очередь нужно отметить, что новых людей в вашей жизни я не вижу. Те, кто состоит в стабильном союзе, либо же есть какой-то потенциальный партнер рядом с вами, будут ощущать, как-то вот осознавать больше обособленность, самодостаточность. Девятка пентаклей – это концентрация на себе и на своем комфорте. У вас будут шансы на то, чтобы стать ближе к партнеру. Здесь будут какие-то подарки, приятные известия, возможности встреч. Но, тем не менее, здесь больше как-то, вот знаете, каждый сам по себе. Даже если у вас постоянный стабильный союз, здесь каждому комфортно вот в своей стихии. Вы ходите в библиотеку, он ходит в кино. Он ходит на футбол, вы на кулинарное шоу или еще куда-то. У вас будут возможности с другом взаимодействовать столько, сколько вы хотите. Но вы будете выбирать такое, знаете, вот каждый свой вид деятельности. И здесь может, знаете, порой казаться, что у вас один взгляд на ситуацию, у вашего партнера, либо потенциального партнера другой взгляд на ситуацию. Здесь какие-то иллюзии, здесь вот видение ситуации несколько не так, как она есть на самом деле. Тем не менее, это никого не напрягает, это абсолютно никого не огорчает и не разочаровывает, всех все устраивает. Что касается совета, к чему стремиться рыбам в июле? Принимать решения, нужно двигаться туда, куда вы хотите двигаться, здесь медлить нельзя, причем двигаться нужно вперед с удовольствием, под самыми такими оптимистичными девизами. Обязательно стремиться к намеченной цели, обязательно. Пусть вот эти пробуксовки вас не пугают, пусть ваша искренность, она будет вашим добрым другом, но нужно будет порой, знаете, вот немножечко отодвинуть ее на вторые роли. Нужно будет перестать играть в благородство и навести порядок, ну, кому-то в своем окружении, кому-то в тех делах, которые вас отвлекают от движения вперед. Потому что здесь нужна, да, опять же, трансформация. Вот что-то здесь у вас заканчивается. Причем заканчивается то, что вас отвлекает, что служит балластом и задерживает ваше движение вперед. А чего остерегаться стоит? Остерегаться чего стоит рыбам? На самом деле, здесь будут вам поступать интересные предложения. Они могут поступать и в сфере работы, и в сфере финансов, и в сфере личной жизни. Но поскольку эти предложения не будут вас устраивать в полной мере, вы вынуждены будете от них отказываться. Ну и также, поскольку у нас в сигнификаторах карта и гроб, и метла, то есть это разрушение, это завершение чего-либо. Вот здесь, завершая что-либо, разрушая что-либо, важно быть очень осторожными, аккуратными. То есть избежать этого не получится, все равно с этим придется столкнуться, но осуществлять это стоит очень аккуратно. И здесь стоит избегать недопонимания. Здесь стоит, знаете, вот не бодаться со своим оппонентом, не стараться доказать свою точку зрения, а донести весьма доступно, донести вполне понятно и оставить человека вот с этой информацией, с этими размышлениями. Потому что здесь, если спорить, то спорить нужно долго, спорить можно долго. Тем не менее, июль для вас, уважаемые рыбы, это месяц перемен, это месяц трансформации и движения вперед. Вы как будто подготавливаете почву для того, чтобы вам продуктивно и планомерно двигаться вперед. Это будет уже в августе, это будет уже
в более поздний срок. Вы в таком, знаете, в приподнятом настроении, в приподнятом расположении духа будете достигать намеченных целей. И направление вы выбрали правильное. Потому как то, к чему вы идете, то, что будет вас окружать в дальнейшем, будет вас максимально устраивать. Вот такой получился у нас прогноз на июль для рыб. Я благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь. До встречи с вами в новых видео.